Напишем «нет больше слез». Но от него же идут слезы. Я знаю. Современные геймеры уже не поверят, но когда-то во времена PS3 и Xbox 360 разработчики игр разрабатывали игры. Прям новые. Не ремейки и не ремастеры. И даже не продолжения. Но в тот момент, когда коробка Крестик начал слишком сильно прижимать черную духовочку, компания Sony решила все деньги вложить в последнюю надежду консольного человечества. Эксклюзивы. Обалденно, божественно. Вообще обалденно. Вот только с выходом PS4 компания Бобра поняла, что разрабатывать новые игры невыгодно. Нужно как-то продавать уже разработанные. Желательно по завышенной цене. Ведь разработка игр уже дорожает. И даже оправдание нашлось. PS4, оказывается, не может запустить игры с PS3. И PS5, оказывается, не может запустить игры с PS3. Вообще никто не способен запустить игры с PS3, кроме 5 человек, создавших эмулятор PS3. Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. И с тех пор массово начали появляться такие загадочные твари, как ремастеры и ремейки. Спустя год после релиза мы получаем ремастер главного эксклюзива PlayStation The Last of Us. Всего лишь в 2 раза дороже, чем версия для PS3. Даже для тех, у кого она куплена на PS3. Ведь это новая игра. Но чем же отличается настолько дорогой ремастер? А это, детектив, правильный вопрос. В игре появилось целых 2 режима графики и даже добавили. Главное новшество — фоторежим. Сэр, мне кажется, вы... Ну хоть выпустили патч на ускоренные загрузки. Спустя 7 лет. Единственная радость, что больше эту игру не будут переиздавать. Правда же, Sony? А потом Sony заявляет, что выпустит ремейк первой части для PS5. Вместе с ремастером второй. Ну все логично. Это была вторая часть. Хуже первой. Вслед за Sony ремастерами начали заниматься и Microsoft. Вот только они как-то неправильно поняли это слово. Мы-то злохов разводим. Какие еще 5 игр по цене одной? Вы зачем все катсцены в CGI переделали, твари? Вы что, еще и мультиплеер сохранили? В каждой части? Я ж тебя в покое не оставлю, я ж тебя найду. В настоящее время, благодаря качественному подходу к своим фанатам, даже любители азиатского контента переходят на Xbox. Ведь Halo — это теперь японский мультик. Ты что, не любишь аниме? Тобі ебать? Еще и доступно в Стиме для православных геймеров. Вслед за большими компаниями в 2014-м последовали и более мелкие. Создатели Fable спустя 10 лет решили порадовать фанатов настоящим ремейком, для которой вам придется скачать мод на улучшение графики, мод на оригинальную атмосферу, мод на возвращение русской озвучки. Зато новое оружие и броню можете легко купить отдельно. Наш герой и рыбку съел, и на оба стула сел. А вот оптимизацию скачать не получится. Если для запуска оригинала нужно было целых 64 мегабайта видеопамяти, для комфортной игры в ремейк крайне повезет, если хватит видюхи на 2 гига. Без запущенных других программ и браузера. На Linux. В мире, где у всех бюджетных ноутбуков до сих пор 2 ядра, 3 гига. И для меня это проблема, ведь я, как и любой геймер, естественно, играю в игры исключительно с запущенным браузером. Я называю это... Эксперименты! Как видно, мой игровой ноутбук отлично вытягивает Киберпанк и 20 вкладок классической музыки в Opera GX. А вот, допустим, то же самое в Google Chrome. С годами мои запросы росли, и встроенного бесплатного VPN мне уже мало. Теперь мой браузер ищет за меня бесплатные игры, фильтрует самые выгодные скидки и создает ленту исключительно геймерских новостей в специальной вкладке GX Corner. Для меня уже давно весь мир делится на... Садистов и мазохистов. Ограничиваешь потребление ресурсов своему браузеру до минимума благодаря GX Control, чтобы в играх не лагало. Ты Садист. жесткий. Пользуйся Google Chrome. Мазохист. Покупаешь второй монитор для браузера. Мазохист. Включаешь функцию окна поверх других окон с помощью GX Player. Садист. Устанавливаешь плеер и заходишь на сайты. Мазохист. Ведь в боковой панели Opera уже встроены все существующие музыкальные сервисы, мессенджеры, Discord и Twitch с наконец-то рабочими уведомлениями. Но больше всего меня привлек дизайн Opera GX. Он темный. Как мой мужчина. И настраивать его можно под любые предпочтения. Возможно, вам не нужен новый браузер, если у вас 3080.
Но для всех остальных православных геймеров переход на Opera GX окажется максимально комфортным. Все вкладки, закладки, история и даже расширения переносятся автоматически из любого вашего бывшего браузера. Ну и про мобильную версию браузера не забываем. И все это по ссылке в описании. Вообще ПК оказался привлекательной платформой для переизданий. Особенно для маленькой инди-компании Ubisoft. Так как Assassin's Creed Liberation на PS Vita работал в разрешении 360 пикселей, за скромную 1000 рублей. начали продавать HD-версию. В смысле 720 пикселей. А спустя 5 лет выпустили еще и ремастер, назвав его Full HD. А после, не иначе как силами господними, был создан лучший в мире ремастер Assassin's Creed 3. Всего лишь за 7 лет графика стала в 2 раза хуже. А дальность прорисовки невероятно уменьшилась. Стелс стал еще интерактивнее, ведь персонаж научился свистеть. Нам обещали добавить что-то новое. И добавили костюмы и новые бесплатные баги. Благодаря современным технологиям лица стали более гладкими. Буду называть тебя Гадя. А снег острым. При этом системные требования выросли всего лишь 15 раз. И это печально. Ведь изначально по слитым альфа-футажам это должен был быть полноценный ремейк с новой боевой системой, графикой и освещением. Но, к сожалению, у бедных разработчиков не хватило денег. Бомж. Джеймс Бомж. Бедный Ubisoft в принципе настолько нуждается в деньгах, что готовы продавать свои старые. Иные практически на развес. Ремастер полудополнения для третьей части отдают за жалкие 2000 рублей. DLC про черного ассасина под видом настоящей игры вообще за. А килограмм ремастеров отборного яйца аудитории всего лишь за 3. Фактически цена булки черного. Сплошные раритеты по доступным Ух, сука, ты меня не видел. Вообще, главное правило ремастеров клуба Ubisoft — никогда не сравнивай графику. Бесплатных модов не существует. Покупай наши игры только в Uplay. Uplay работает. Uplay работает. Уже в 2015-м компания Sony порадовала сразу 3 почти новыми играми. Без предупреждения, даже не объявив скидки, нам вываливают целый ремастер Бога Войны 3. С уникальными 60 кадрами и Full HD прямо в лицо. И по подбородку, и на... В принципе, это все. Обидно за людей, которым пришлось это покупать во 2-й раз за полную стоимость. А после видеть, как в очередной раз Sony отдают игру в PS Plus, которая и так уже у всех была дважды. И, судя по всему, фанаты Uncharted тоже будут покупать старые игры каждый раз сначала, по максимально выгодной цене. Мало того, что Nathan Drake Collection сложно назвать даже ремастером. Оказывается, игра для PS Vita — это уже не Drake коллекция. А, вы хотели купить только 4-ю часть? Больше это так не работает. Но для вас доступно уникальное предложение за 2900 и 3600 для PlayStation 5. Из 2 игр, которые отдельно стоили в 2 раза дешевле. Спасибо. Но имея дело с PlayStation, иногда ты даже не понимаешь, что покупаешь ремейк. Ведь зачем вообще хотя бы где-то говорить, что Ratchet & Clank это не продолжение и не новая игра, а рандомный набор сюжета из прошлых игр. Злодей тут у нас из 3-й части, история из 1-й, а локации сразу со всех. И это не проблема. Но когда дело дошло до оригинального продолжения, максимум на что хватило студию — это создать сильную, независимую фурийную белку-летягу. Будет на что вздрачнуть. В 2016 году в гонку создания не новых игр присоединились Activision. Ведь Sony и Бобби Котик — братья навек. И с первым ремастером Modern Warfare все было почти честно. Игру давали абсолютно бесплатно за предзаказ другой игры, только на PS4. Но Next Gen усики Капитана Прайса того определенно стоили. С ремастером 2-й части поступили более справедливо и продавали отдельно сразу на старте. Только для PS4. Но не в России. И с вырезанным мультиплеером. Ну как поживает кошка? Она сказала заебись. Но все это время рядом существовало главное геймерское зло. И после выпуска Свитча в 2017-м оно окончательно ебанулось. Ты не ешь грибы, блядь! Теперь больше половины всех выпускаемых игр от Nintendo — это ремейки и ремастеры. Под прикрытием совершенно новых игр. Даже если это детские гоночки 2014 года. Вам продадут их минимум за 5000. Что происходит с фанатами Свитча, когда им выпускают реально новую игру, слабонервным лучше не смотреть. Но достойные ремейки были даже у Activision. Spyro, Crash Bandicoot, еще Crash Bandicoot и еще Crash Bandicoot. А потом эти студии отправили разрабатывать Call of Duty. Но до 2019-го все создавали ремастеры для современных консолей в 30 FPS.
В основном японские. В основном Dark Souls. Меня все заебало. Я хочу съебаться домой в Японию. Все изменилось с выходом самого уникального ремейка за всю историю видеоигр. Resident Evil 2. Capcom наплевали на всех своих фанатов и вместо обещанных 2 сюжетных историй выпустили 4. В отличие от других компаний, удаляющих эти ваши моды, Capcom только сильнее подстегивала раздеть и опорочить любимых персонажей. Звенящая пошлость. А у разработчиков фанатского ремейка компания вежливо потребовала. После чего наняли их всех себе. По итогу вместо ожидаемого хорошего ремейка мы получили абсолютно новую игру года. Эти японцы совершенно не понимают, как работает игровая индустрия. Это таких, как его, не любим. Надеюсь, третья часть будет такой же. Мечтай в одну руку, сри в другую. К продолжению у фанатов появились вопросы. А как это вы так умудрились из оригинала сделать? Тупое говно тупого говна. Половину локаций вырезали, головоломки тоже. Официальное достижение пройти игру за 2 часа. Дополнительного контента нет. И это за 1500 гривен. Вы что, ебанутые? И такую стоимость Capcom оправдали наличием отдельного мультиплеера, отсутствующего на старте игры. А вот, кстати, он. Но я все равно не вижу никакой проблемы, чтобы не создать к этой игре 10 000 голых модов. Ух, кого только тут не встретишь. На удивление, даже эта почти игра продалась в 3,5 миллионов копий. А это значит... Хавают! И уже в 2020-м ремейки заменяют в принципе все новые игры. При этом практически все они созданы исключительно ради сверхвыгоды и минимальных затрат. Фанатов Final Fantasy не просто Кинули, как лохов. а использовали так, что тем еще и понравилось. Это даже не ремейк игры, это ремейк пролога, продолжение которого выйдет только на PS5. Проблема даже не в стоимости. На ПК спустя 2 года, а в подходе Square Enix к нашему региону. Учи русский, Но это хотя бы не ремастер Человечка-паучка. Спустя 2 года после релиза. За отдельную стоимость. Блять, да мне похуй на тебя, блять. Какая у тебя там тачка, блять, квартиры. Ремастеры от Sony уже вышли на совершенно новый уровень. На разных консолях теперь разные главные герои. Ты не Питер Паркер. This thing is $300. А в StarCraft Remastered по факту продают возможность мультиплеера. О, смотри, мы очки купили. И отдельно предлагают купить скин на графику. Blizzard нынче любит продавать старые игры повторно. Ведь купить оригинал с каждым годом сложнее. Blizzard их удаляет. Проблем у худшей игры за историю видеоигр много. Но, наверное, не лучшая идея была нанимать малазийцев, платить им копейки и ограничивать сроки на разработку. Заебала вся работа, пойдемте бухать. А после этого обещать переделать все катсцены и добавить кинематографическую камеру. Blizzard много чего обещали. Например, исправить игру. После чего проект закрыли. С Diablo 2 они поступили мудрее. Наняли американцев. И все, что было сделано не Blizzard, получилось великолепно. То есть вообще все. Ну что же сделали Blizzard? Сервера. Тут на днях себе купил Diablo Resurrected. Ну и как сыграл? You have been disconnected. И повесточку завезли тоже Blizzard. У моей девочки есть одна маленькая штучка. Член. В 2020 году меньше всего было вопросов к ремейку Мафии 1. Уже чуть больше вопросов к ремастеру Мафии 2. Ну а ремастер Мафия 3... А этот пискосос пусть остается дома. Осталось понять, в каком ремастере больше изменений. В Мафия 3 или Need for Speed спустя 10 лет. Ну тут хотя бы персонажи белее. Даже чернокожие. И если в прошлом году из новых игр был Киберпанк, хотя бы за 300 рублей. Выгодно. В 2021 на выбор во что поиграть: трилогия ремастеров Mass Effect, трилогия ремастеров GTA, трилогия ремастеров Crysis. Жизнь говно. Но для справедливости над Mass Effect хотя бы работали реальные люди из Nexus Mod. И только над первой частью. Но все 3 части мы будем продавать только вместе. Так выгоднее. Для нас. Супер-залупер разрешение. Такими вы эти игры еще не видели. Звучит как угроза. Я считаю эту трилогию отличным пополнением Game Pass. Сукин ты сын. Здорово. Наконец-то современные геймеры смогут покрутиться в классическую космо-РПГ от BioWare. Вообще-то твой член упирается мне в зад. Так что, мне отойти? Ни в коем случае. А вот и ремастере трилогии GTA знают уже все. Вообще сложно игнорировать этот. Хуй. Не отвлекайся. Я засмотрелся на громадный летающий. Елдык, что? Чего это?
Игру фактически делали даже не люди, а индусы и нейросети, которые даже не знают английский. 2 суток пишу пиздатый код для хуевой цели и уже готов повеситься. Вот совпадение. Я тоже 2 суток пишу какую-то хуйню. По итогу системные требования выше, чем у RDR 2. А по количеству небольших проблем, официально это худший ремастер за историю человечества. Может быть, блядь, кратковременные дожди. Пиасы из Rockstar вообще отлично устроились. Сначала они смеялись над Киберпанком и его разработчиками, а после выхода своей обосранной трилогии заявили, что не ожидали такого результата. Кроме вас, долбоебов, все знали. И это не говоря уже о банах всех мододелов старых частей, 12 FPS в 20-летней игре на Сыче и абсолютно невозможности вернуть деньги. Нам очень жаль, что у вас проблемы. До свидания. На фоне этого даже Кризис Ремастер выглядит безупречно в 24, сука, кадра! Ты действовал наверняка. Там хотя бы не скрывают, что выпустили игры исключительно для Сыча. Современные видеокарты еще не способны запустить этот ремастер. Ситуация на данный момент плачевна. Одни игры почему-то достойны ремейка, а другие только ремастера. Новых качественных игр в принципе нет. И остается нам играть только в Skyrim. Skyrim Legendary Edition, Skyrim Special Edition, Skyrim Anniversary Edition и Skyrim VR с модами. Лайки на следующее видео уже собраны бравыми спартанцами. Но если это видео соберет рекордные 60 тысяч лайков, я даю вам обещание пообещать что-то выпустить. Увидимся в новых играх. GTA